Бескрайнее пространство, полное загадок и ярких событий. По нему можно мчаться на любой скорости, чтобы осмотреть как можно больше достопримечательностей. Во Вселенной нет светофоров. На ее просторах вообще можно делать что угодно, не придерживаясь земных ограничений. Так мы представляем себе космические путешествия. Но вдруг в очередном туре к далеким звездам где-то путь нам преградит запретительный красный свет. Или перед каким-то миром высветится знак «Вход запрещен», опасно для жизни планеты. И даже на неком астероиде окажется предупредительная табличка, что он охраняется законом как уникальный объект. Существуют ли этические ценности, которые могут регламентировать наше поведение в космосе? Или пространство является чем-то типа американского Дикого Запада, где старатели действовали по принципу «первым пришел, первым обслужен». Если нет, то какие нормативные протоколы здесь нужны? Это очень сложные вопросы, на которые, сразу скажем, пока не существует однозначных ответов. И все же работа в данном направлении ведется. Что на сегодняшний день предлагают ученые и какие уже предприняты шаги? Нам, космическим путешественникам, особо важно это знать, чтобы набраться в небе ярких впечатлений, но не навредить. Сразу ответим, что анархию и вседозволенность в космосе придется исключить. Моральные и нравственные принципы любые высокоразвитые существа должны соблюдать, везде, как бы далеко в небо не забрались. Но начнем мы не с нашего поведения где-то далеко во Вселенной. При освоении космоса этические дилеммы нас ждут еще на Земле. На телевидении и в кино космические полеты обычно представляются как мало или вообще не оказывающие влияния на окружающую среду. Однако очевидно, что в действительности ракеты выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества, как и любая форма двигателей внутреннего сгорания. Смог от запусков ракет и сжигания спутников может уже в недалеком будущем привести к экологической катастрофе. Ведь число аппаратов в небе стремительно растет. Сейчас в Международный союз электросвязи поданы заявки на 1 миллион спутников. Вероятно, не все эти планы будут реализованы. И все же эксперты ожидают, что к концу текущего десятилетия около 100 тысяч космических аппаратов могут облететь Землю. Когда закончится срок эксплуатации, все спутники сожгут в атмосфере, что негативно скажется на нашей планете. В частности, это приведет к образованию оксидов алюминия, которые способны изменить тепловой баланс Земли и еще разрушить озоновый слой, который защищает нас от опасного ультрафиолетового излучения. Одно из последних исследований показало, что концентрация оксидов алюминия в атмосфере может увеличиться на невероятную цифру в 650% за ближайшие десятилетия. К тому же пелена металлического пепла, которая образуется в стратосфере в результате возвращения спутников, может негативно влиять на магнитное поле. Эта пыль способна ослабить космический щит Земли, за счет чего большое количество вредного излучения будет достигать поверхности планеты. Разрушение сигналов также увеличивает число космического мусора на орбите, которая и так уже сильно захламлена. Согласно данным последнего автоматизированного исследования, сейчас более чем 500 000 объектов техногенного мусора находятся на орбите Земли. Среди них есть крошечные кусочки, но десятки тысяч достигают размера небольшого мяча. С ракетами дело обстоит еще хуже. Недавно, к примеру, разрушена ступень индийской ракеты-носителя. Это привело к образованию 300 крупных обломков и бесчисленного множества мелких, но не менее опасных объектов. Большинство ракет, к тому же, сегодня работают на ископаемом топливе и выделяют сажу, которая меняет температурный баланс в атмосфере Земли. А ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США пришли к выводу, что сажа от запуска ракет истощает озоновый слой планеты. Возможно, черный углерод или сажа и другие выбросы не имели значения, когда в год производилось всего около 70 коммерческих запусков ракет. Теперь это число удвоилось, и ожидается, что оно значительно увеличится в течение следующих 2 десятилетий.
Это связано с ростом спроса на такие услуги, как спутниковый интернет и космический туризм. Так, ученые с Кипра на основе данных о запуске ракеты SpaceX Falcon 9 в 2016 году создали вычислительную модель для детального анализа воздействия выбросов ракет на климат. Этот запуск SpaceX был выбран из-за множества детальных кадров с веб-камеры выхлопных газов, которые попали в руки исследователей. Одним из самых больших сюрпризов, которые они обнаружили, стал выброс в атмосферу в первые 165 секунд после начала работы двигателей около 116 тонн СО2. Еще одно открытие состояло в том, что оксиды азота образовывались из-за нагрева атмосферного воздуха горячими выхлопными газами ракеты. И тут встает этическая дилемма. Вправе ли мы наносить космическими запусками планете подобный вред? Получается, что большинство людей никогда не полетят в небо, зато негативные последствия они ощутят по полной. Многие считают это аморальным по отношению к человеку и природе в целом. Яркий пример здесь космодром SpaceX на юге Техаса. Экологи пришли к выводу, что он угрожает окружающему ландшафту. По словам активистов, обломки ракет, пролитое топливо, дым и шум от запусков вредят местной флоре и фауне, загрязняют отмели, пляжи, луга и прибрежные дюны. А там находятся под угрозой исчезновения дикие кошки, оцелоты, 200 видов птиц. Редкие морские черепахи уже перестали откладывать яйца на пляжах, близких к космодрому. План по запуску ракет с севера Шетландских островов тоже вызвал напряжение в обществе. Жители Шотландии заявляют о том, что это приведет к загрязнению климата. Подобные протесты происходят и в других странах, где размещены космодромы. В то же время все понимают, что освоение космоса не остановить. И выход здесь кажется один. Нужно сделать так, чтобы запуски спутников и ракет приносили минимальный вред Земле. Сейчас уже идет настоящая гонка по разработке более экологичных видов топлива. Пока, похоже, лидирует жидкий метан. Несколько новых ракетных двигателей, включая Raptor от SpaceX, были разработаны для такого топлива. Метан имеет более высокую производительность, чем другое горючее. Это означает, что ракета будет менее объемной и произведет меньше сажи при запуске. Но метан вызывает сильный парниковый эффект. Несколько стартапов экспериментируют с пластиковыми отходами и биомассами. Топливо, на котором будет работать одна из ракет под названием Orbex – биопропан. Это возобновляемое биологическое горючее, изготовленное на основе отходов производства биодизеля. Ракета будет делать на 90% меньше выбросов, чем ее предшественницы. Она также произведет меньше сажи по сравнению с ракетами, работающими на керосине. Другой вариант снижения воздействия отрасли на атмосферу – изучение альтернативных способов запуска спутников. Это, например, можно делать горизонтально, как в проекте Virgin Orbit, а НАСА готовит рогатку, чтобы стрелять в небо космическими аппаратами. Огромное роботизированное устройство захватит ракету или спутник и, раскрутившись с помощью электродвигателей до безумной скорости, выбросит ее на орбиту. С астронавтами, космическими туристами, колонизаторами планет тоже все неоднозначно. Вернее, не с ними, а с идеей отправки людей в космос. Мы привыкли, что туда полетят наши лучшие представители. Смелые, решительные, готовые преодолеть любые трудности. Это так. Но этично ли отправлять в подобные экспедиции цвет человеческой расы? Как быть с тем, что длительные полеты наверняка превратят их в инвалидов? И здесь пока без вариантов. Врач из знаменитого фантастического сериала «Звездный путь» Леонард Маккой сказал, что космос — это болезни и опасности в обертке тьмы и безмолвия. Действительно, из-за резкой смены условий с первых же минут внутри у астронавтов все буквально перевернется с ног на голову. Начнутся головная боль, головокружение, тошнота, зрительные галлюцинации. Но когда организм перестроится, большинство симптомов исчезнет. Впрочем, радоваться придется недолго. Чем длиннее путешествие, тем больше проблем со здоровьем возникнет у членов экипажа.
Так, недавно медики обследовали 11 астронавтов, которые 50 дней провели на Международной космической станции. У 6 из них выявлены тромбы, образовавшиеся во время пребывания в космосе. В основном сгустки крови возникли внутри яремных вен, причем чаще во внутренней яремной вене. Она является основным сосудом, выносящим кровь из полости черепа. Ученые пока точно не знают, какими могут быть последствия этого процесса. Но в любом случае он не сулит ничего хорошего. Это как долго стоять на голове. Через время самочувствие резко ухудшается. Вместе с кровеносной системой пострадает и мозг астронавтов. Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины детально изучили снимки мозга 18 человек, которые провели на борту Международной космической станции более полугода. Медики выяснили, что длительное отсутствие гравитации буквально выжило его к поверхности черепа, а также привело к сужению борозд и извилин на поверхности коры. К тому же у всех пациентов внутри черепа стало меньше спинномозговой жидкости. Подобные изменения ведут к повышению внутричерепного давления, опухолям зрительного нерва и потере зрения. Еще у космонавтов сузилась центральная борозда головного мозга, которая отделяет теменные доли от лобных. Эти части мозга контролируют движение тела, отвечают за анализ пространства, исполнительные функции и социальное поведение. При их повреждении люди обычно не могут разглядеть многие объекты, выполнить важные команды, плохо адаптируются в обществе. Несовместимость разрушит и опорно-двигательную систему космических путешественников. Потери мышечной массы на некоторых участках тела при длительном воздействии способны достичь 1-2% в месяц. От этого больше всего ослабеют ноги и спина. Кости сначала начнут буквально трещать по швам, а затем распадаться на составные части. Кальций и другие вещества из разрушенных костей в огромном количестве попадут в кровь. Их избыток может вызвать появление камней в почках, язвы желудка и серьезных заболеваний сердца. Кроме невесомости, множество проблем принесет радиация. Ее длительное воздействие повреждает клетки организма и разрушает их ДНК. Возникнет очень высокий риск развития онкологических и сердечных заболеваний. Ученые активно ищут решения, чтобы избежать этих проблем. Так в России создали тренажер Вега, позволяющий отлично адаптироваться к невесомости. А в НАСА разработали специальную диету, которая поддержит зрение и сосудистую систему. Повышение внутричерепного давления предлагается снимать с помощью пункции. Однако пока непонятно, как проводить ее в космосе. В связи с этим многие исследователи считают, что негативные последствия невесомости лучше нейтрализовать созданием искусственной гравитации на корабле. Ученые также предлагают новые способы защиты человека от космической радиации на основе генной инженерии. Например, исследователи из Токийского университета высказали очень смелую идею – внедрять в организм астронавтов ген тихоходок. Эти уникальные организмы надежно защищают свою ДНК от действий ионизирующего излучения специальным стабилизирующим белком. Чтобы убить 50% тихоходок, нужна доза облучения в 1000 раз больше, чем для человека. Ладно, допустим, со временем мы справимся с этой задачей и будем со спокойным сердцем провожать астронавтов в полной уверенности, что их здоровью ничто не грозит. В этом поможет и сам организм человека. Он невероятно пластичен и во многом способен самостоятельно приспособиться к условиям космоса. К примеру, космонавт Скотт Келли, который в возрасте 53 лет провел на орбитальной станции целый год, вернулся домой практически инвалидом. После обследования выяснилось, что он почти целиком потерял костную ткань. У него атрофировались мускулы, из-за перераспределения крови по телу стенки сердца напряглись и сжались. Но космонавт с помощью медиков сумел за несколько месяцев восстановить здоровье. Келли верит, что жители Земли выдержат долгие путешествия по Солнечной системе. Трудно не согласиться с человеком, доказавшим это на собственном примере. Однако сами астронавты и их летательные аппараты представляют опасность для Земли.
Они могут способствовать несанкционированному проникновению на Землю чужаков, будь то марсиане в «Войне миров» или телекинетический гость в «Инопланетяне». Научная фантастика полна представителей других миров, пробивающихся к нам. Такое возможно и в реальности. Но это не обязательно будут зеленые человечки. По мнению ученых, вероятность того, что мы на Земле торжественно встретим братьев по разуму, пока ничтожна. Зато существует другой, намного более реалистичный вариант. Мы сами доставим невидимых, но токсичных для нас инопланетян на Землю. Подобная ситуация описана в романе Майкла Крайтона «Штамм Андромеда». Смертельный инопланетный микроб попадает на Землю на борту сбитого военного спутника, и ученые должны сильно поторопиться, чтобы его нейтрализовать. Несмотря на то, что сюжет вымышленный, он исследует вполне реальную проблему, которая серьезно относится в НАСА. Ученые считают, что астронавты или роботы могут невольно загрязнять Землю внеземной жизнью. Тем временем миссии уже отправляют на астероиды и даже в такие места, как Марс или спутник Юпитера Европа. Аппараты будут доставлять нам образцы с этих небесных тел. С ними на планету могут попасть неизвестные формы жизни, в том числе микроскопические, которые трудно будет засечь. Не получится ли так, что в новой среде, без естественных врагов, они молниеносно размножатся на Земле и натворят непоправимых бед? Этого нельзя исключать. И здесь этической нормой для нас должна быть безопасность планеты. У нее, как мы говорили, есть естественный щит – магнитное поле. Он надежный и даже радует нас в небе невероятно красочными шоу. Вот такими полярными сияниями, одно из которых, к примеру, заснял из космоса астронавт Александр Герст. Но от микроскопических микроорганизмов, которые могут попасть на Землю внутри космических кораблей, эта линия защиты вряд ли спасет. И НАСА уже предпринимают собственные меры для сдержания. Космическое агентство даже создало вакансию сотрудника по планетарной защите. В его служебные обязанности входит оборона от чужих форм жизни. Пока под этим больше имеется в виду биозагрязнение космических аппаратов, возвращающихся на Землю. Работа привлекает не только немалой зарплатой от 124 до 187 тысяч долларов в год, но и фантастическим названием. Нынешнему планетарному защитнику доктору Катерине Конли при ее вступлении в должность даже подарили темные очки в стиле людей в черном. Однако эксперты уверены, что в ближайшем будущем мы можем столкнуться далеко не с мифическими, а с реальными внеземными микроорганизмами на нашей планете. Тема чистоты космических аппаратов, о которой обычно мало говорят, однажды уже стала вирусной в интернете. Это случилось после того, как вице-президент Майк Пенс во время посещения резиденции НАСА коснулся компонента космического корабля «Орион». Политика не остановила висевшее тут же предупреждение руками не трогать. Позже в космическом агентстве заявили, что поверхность этого компонента корабля в любом случае простерилизована. Так что ничего страшного не произошло. НАСА принимает и более кардинальные меры. Так уничтожен зонд Кассини, исследовавший Сатурн, поскольку возвращать его на Землю было опасно. По той же причине в 2003 году разрушен аппарат «Галилео», выведенный на орбиту Юпитера. А как поступить с образцами пород и реголита с поверхности Марса? Их сейчас собирает марсоход «Настойчивость», а потом отправит на Землю. Чтобы предотвратить загрязнение, ученые предложили изолировать образцы, поместив контейнер с ними в более крупный, полностью герметичный отсек. Или даже построить небольшой комплекс по сдерживанию биологической опасности под названием «Центр приема образцов с Марса». Еще более этически верным шагом многие специалисты считают улучшение инструментов для анализа образцов на месте. Это избавит от необходимости привозить их на нашу планету. То есть, чем функциональнее станут космические роботы, тем безопаснее исследования окажутся для Земли. Пилотируемые полеты еще больше повысят ставки. НАСА установила ограничение в 300 тысяч спор одноклеточных организмов,
разрешенных на борту роботизированных марсианских посадочных модулей. Но в человеческих телах содержатся триллионы микроорганизмов. Это делает невозможным для людей достижение того же уровня микробной чистоты, что и для автоматов. Однако ученые стараются приблизиться к принятому стандарту. Существуют различные организации по разработке принципов и правил для предотвращения прямого заражения. Это, например, Управление планетарной защиты НАСА, Комитет по космическим исследованиям Международного совета по науке. С 1960-х годов такие организации установили правила стерилизации космических аппаратов и инструментов, отправляемых на другие планеты. В начале космической эры спутники и другие аппараты буквально запекали, чтобы убить все формы жизни на них. Разумеется, в настоящее время от подобного метода отказались. Если корпус машины может легко перенести воздействие высокой температуры, то электроника или другие чувствительные системы нет. Сейчас космические аппараты избавляют от микробов несколькими методами: тепловым, химическим, радиационным и плазменным. Последний считается наиболее продвинутым на сегодняшний день. Но в НАСА используют комбинированные методы стерилизации. Для этого созданы так называемые чистые комнаты, где на 30 кубических сантиметрах пространства приходится менее 10 тысяч частиц размером полмикрона. Таких крутых результатов удается достичь благодаря постоянному мониторингу, надежным системам фильтрации, многоуровневой очистки аппаратов. И дезинфекция для сотрудников внутри комнаты проводится по полной. Техники и инженеры, работающие в помещении, должны принимать душ накануне вечером, чтобы на коже образовались масла, и она с меньшей вероятностью отшелушивалась. Запрещены духи, шампуни, лосьоны, дезодоранты. С 2021 года НАСА очищает аппараты еще более тщательно. Опять же, комбинированными методами. Например, термостойкие материалы космических аппаратов подвергаются воздействию высоких температур, чтобы убить на них всевозможные микробы. Другие детали дезинфицируются спиртом и пероксидом водорода. Пока аппарат находится в чистой комнате, его постоянно протирают влажными салфетками с содержанием спирта. К сожалению, ученые не знают точно, достаточно ли это. В науке нет четкого понятия о границах заражения и повреждения инопланетной среды. Кроме того, невозможно полностью стерилизовать аппараты, покидающие Землю. Правда, космическая радиация, а также тепло, выделяемое при входе корабля в атмосферу другой планеты, сами по себе могут быть смертельными для многих земных микроорганизмов. Но некоторые из них показали себя настолько выносливыми, что могут выжить. Таких организмов, на удивление, много. Эксперты по размещению микробов, лишайников, семян растений и даже мелких животных на внешней стороне Международной космической станции не оставляют в этом никаких сомнений. Помимо заражения какого-то мира земными микробами, необходимо учитывать последствия нашего вмешательства в судьбу внеземных форм жизни. Недавно ученые смоделировали 2 потенциальных сценария воздействия человека на экосистему Марса. В первой модели предполагается, что на Красной планете обнаружено небольшое количество микробов. Эти организмы, вероятно, могут иметь земное происхождение. Обмен метеоритами между 2 планетами был довольно распространен в истории Солнечной системы. В нашем понятии Марс для организмов – враждебная среда, холодная и незащищенная от смертельного ультрафиолетового излучения. Так что марсианская жизнь может оказаться слабой и легко вымрет при изменении условий. Обязаны ли люди защищать микробы земного происхождения вплоть до превращения Марса в более благоприятную для них среду? Мы склонны ценить жизнь и работать над ее защитой, но в данном случае все может привести к кардинальному изменению уникальных марсианских условий. В связи с этим вмешательство в чужую эволюцию некоторым кажется аморальным. Но другие утверждают, что стоять в стороне и позволить местной форме жизни вымереть в данной ситуации будет еще худшим решением. Кроме того, в чем разница между организмами земного происхождения, попавшими с метеорита, и жизнью, занесенной космическим кораблем? В
какой момент существа становятся марсианскими аборигенами? Люди ищут ответ на этот вопрос. Но в любом случае, по мнению ученых, в данной ситуации вмешательство с благими целями, скорее всего, приведет к негативным последствиям для местных форм жизни. Другая модель предполагает путешествие на Европу, спутник Юпитера, на которой с высокой вероятностью есть жидкие океаны. Теоретически они могут поддерживать жизнь, причем не обязательно микробную. Мы можем столкнуться на этой Луне со сложной и высоко развитой экосистемой живых организмов. В данном случае этический вопрос будет заключаться не в том, защищать эту жизнь или нет. Нужно будет решить, изучать ее, либо воздержаться. Считается, что исследование Вселенной не несет никаких нравственных проблем и однозначно необходимо для развития человечества. Однако здесь возникает парадокс. Невозможно узнать, как предотвратить вред, не зная ничего о том, что изучается. Пытаясь узнать, как инопланетная жизнь может быть уязвима для земных патогенов, исследователи рискуют разрушить все нестерильными инструментами. Один из возможных способов защиты других сред – отправлять только роботов, а не людей. Это может разочаровать тех, кто мечтает ступить на поверхность какого-то внеземного мира. Но факт остается фактом. Эффективность стерилизации для роботов намного выше, и это может оказаться единственным способом продолжить исследование и не навредить. Конечно, существует множество других сценариев, в которых инопланетным мирам нужна защита от людей. Выработать общую концепцию здесь, вероятно, поможет анализ нашей собственной истории и ошибок, допущенных на Земле. Пока ученые считают, что истина где-то между крайностями – исследованием без заботы о загрязнении и полным прекращением освоения космоса. Сейчас в научном мире ищут эту золотую середину. Тем временем другие исследователи разрабатывают эффективные варианты колонизации планет и их спутников. Им предстоит решить, как создать на Марсе, Европе или другом подходящем небесном теле нужные условия для переселенцев. И в то же время не лишить уникальности окружающую среду. Очевидно, что это трудная задача, с которой мы плохо справляемся даже в собственном мире. Люди стали причиной парникового эффекта и рискуют затопить крупную часть суши, если допустят таяние ледников. Так что самое время проявить сознательность по отношению к другим мирам и, образно говоря, не затоптать их своими грязными ботинками. Рассмотрим подобный сценарий для Марса. Одним из самых перспективных способов сделать Красную планету пригодной для жизни людей является ее терраформирование. То есть нужно сделать температуру, атмосферное давление и другие характеристики там пригодными для колонистов. Одной из самых больших проблем терраформирования Марса является отсутствие атмосферы. Вернее, она есть, но настолько тонкая, что, кажется, вот-вот порвется и растворится в космосе. Такая для нормального существования человека не подойдет. Колонистам нужны более толстая атмосфера и стабильный климат. Если добавить в небесное покрывало парниковых газов, это задержит тепло и разогреет планету. Правда, при нынешних технологиях весь процесс может занять столетия или даже тысячелетия. К тому же многие ученые утверждают, что неэтично мешать естественной эволюции планеты. У Марса есть своя уникальная экосистема. И если где-то на нем есть организмы или они имеют шансы появиться, подобная перекройка приведет к пагубным последствиям. Нужно быть уверенным, что катастрофы не случится. И тогда можно говорить о терраформировании Марса. В качестве альтернативы предлагается построить автономную среду обитания, способную поддерживать человеческую жизнь без терраформирования. Поселения могут быть сооружены под землей или внутри защищенных куполов, которые будут максимально имитировать окружающую среду. Но и тогда не исключено, что это нанесет планете непоправимый вред. Так что колонизация космических объектов остается темой для дебатов в научном мире. Некоторые утверждают, что наша обязанность как цивилизации изучать и осваивать Вселенную, а для выживания человеческого вида необходимо искать новые ресурсы и потенциальные места обитания. Противники колонизации уверены, что неэтично вторгаться в чужие миры. Будет ужасной трагедией, если при экспансии
мы потенциально навредим любым существующим формам жизни на новой планете. Или, если на ней нет даже микробов, они могут со временем возникнуть. Вмешиваясь в жизнь планеты, мы способны эту возможность уничтожить. Нужно расставить приоритеты в пользу сохранения жизни, даже если это означает жертву нашего желания исследовать и расширяться. И все же вряд ли человечество остановится в своем стремлении лучше познать космос и найти себе там второй дом. Но бесспорно и то, что это надо делать с величайшей осторожностью. Следует учитывать потенциальные последствия действий колонистов. Здесь нам тоже поможет собственный опыт. Вспомним хотя бы о том, как безвредные для европейцев болезни уничтожили многие коренные народы в Америке. И заодно не стоит забывать об обратном процессе, учитывая безопасность своей родной планеты. Здесь тоже важно, чтобы колонисты при посещении Земли не привезли какие-то вредные микробы или другие организмы с Марса. Тщательно планируя и подготовившись к предстоящим проблемам, мы сможем все сделать правильно. Наша главная нравственная задача – сделать колонизацию Марса успешной как для земной части человечества, так и для переселенцев. Представим, что мы во всем разобрались и с учетом самых строгих моральных норм и ограничений создаем колонию на Марсе. Тогда перед нами встанет другая проблема – социальной этики. Ограниченному количеству переселенцев придется существовать еще в более изолированных условиях, чем на необитаемом острове, всю жизнь находясь вместе. Им нужно будет создать свое государство, политический строй. И, что очень важно, предстоит переосмыслить этику с учетом новых условий, разработать собственные правила и их придерживаться. На примере Марса ученые смоделировали ситуацию, как все может происходить. Чтобы лучше понять этот сценарий, давайте представим себя первыми колонистами. Наверное, сначала мы будем одурманены ощущением свободы, полная независимость от земных государств. Не оглядываясь назад, можно строить на Красной планете настоящий рай, который никак не получается у нас на Земле. На самом деле, по мнению исследователей, все окажется не так радужно. Колонисты на Марсе останутся без политической власти. Каждый будет сам за себя. Но такая ситуация не может длиться долго. Людям быстро придется создать систему управления, ведь в тяжелых условиях без коллективных обязательств долго не выжить. Посмотрим, как все будет происходить, определившись с вводными данными. Не будем брать их с потолка, найдем аналогию на Земле. Например, у нас может быть колония из 2500 человек, что равно среднему числу ученых в Антарктиде. Предположим, что на Марсе у нас достаточно провизии до следующего прилета ракеты с Земли. Также в нашем расположении генераторы воздуха и воды, семена растений, которые предстоит выращивать в инопланетных условиях. Иными словами, колония экономически и политически независима от голубой планеты. Между обоими мирами будет заключен договор, согласно которому взамен на результаты научных исследований с Марса земляне образуются посылать обратно ракеты с провизией. По каким принципам в этом случае будет организована жизнь колонистов? В философских трудах и художественной литературе приведено множество вариантов развития общества в естественном состоянии. Давайте остановимся на одном из самых правдоподобных и интересных идей. В ней большинство колонистов – ученые, которые многие годы прожили бок о бок друг с другом на Земле в рамках подготовки к полету. Мало шансов, что первым делом они перебьют друг друга с целью завладеть ресурсами колонии и планеты. Эти люди наверняка быстро задумаются о том, как им лучше жить в чужом мире. Предложений может оказаться много, и переселенцы не обязательно сразу же придут к единому мнению. Но есть основания полагать, что они будут выходцами из демократических стран и предпочтут решать споры не руками, а разговорами. В суровых условиях Красной планеты, как мы отметили, поодиночке не выжить, так что анархические теории не подойдут. К тому же в колонии ни у кого не будет преимущества своего экономического класса. Цвета кожи, происхождения, перед Красной пустыней все окажутся равны. И эту ситуацию переселенцы наверняка постараются сохранить, по крайней мере, первое время. Но можно ли создать для всех идентичные условия? Конечно же нет.
Зато различные стимулы помогут сгладить ситуацию. Например, почему бы ученым, которые вынуждены поселиться в менее пригодном для обитания месте, не предоставить компенсации за неудобства, а тем, кто сломит недуг, гарантировать помощь и взаимовыручку. Впрочем, расслабляться пионерам космоса в любом случае не придется. Исследователи уверены, что политика колонистов будет направлена не только на процветание, но и на контроль. Никто не должен отставать. Но это все в будущем. Вместе с тем мы уже вышли в космос, что повлекло за собой множество проблем правового характера. Все бесконечно огромное пространство Вселенной никому не принадлежит или им владеют все. Как найти этот консенсус, сохранив в космосе мир и сотрудничество? Для этого правоведы разрабатывают международные законы поведения на просторах Вселенной. Самым важным считается договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космоса, включая Луну и другие небесные тела. Он принят еще в 1967 году. Закон гласит, что использование пространства является достоянием всего человечества. Правда, как ни странно, ни в одном международном договоре или национальном законодательстве нет определения космического пространства и с какой высоты оно начинается. Однако, по сложившемуся международному обычаю, границей считается высота более 100 километров, так называемая линия Кармана. В то же время ВВС США считают, что космос начинается на высоте от 80 километров. На этой разнице недавно сыграла компания Virgin Galactic бизнесмена Ричарда Брэнсона, отправившая туристов ближе к звездам в 2023 году. Корабль Unity поднялся на высоту более 80 километров, и туроператоры заверили пассажиров, что они могут считать себя настоящими космонавтами. На самом деле вопрос спорный. С этим моментом законодателям еще предстоит определиться. Тем временем после данного договора было принято еще несколько документов, которые касаются уже отдельных вопросов. Но в целом они основаны на тех же принципах определения космоса как свободного пространства, которое никому не принадлежит. В одном из таких документов страны договорились о порядке действий в случаях, если экипаж корабля потерпел аварию, находится в состоянии бедствия или совершил вынужденную посадку, соответствующее соглашению, принятого в 1968 году. Документ в значительной степени основан на лучших морских традициях. Один из первых астронавтов НАСА Том Стаффорд высказался об этом как об огромном шаге вперед в нравственности развития человечества. По его словам, первое открытие люка в космос означало начало новой, лучшей эры на Земле. Действительно, что может быть прекраснее взаимопомощи в космосе, который еще неизведан и полон опасностей? Однако пока соглашение не подкреплено реальными инструкциями и протоколами. Специалисты полагают, что это превращает отличный документ практически в пустышку. Причин тому много. Так космические корабли и скафандры сложны и уникальны у каждого государства. Очень сомнительно, что в такой ситуации астронавты из разных стран смогут оказать друг другу эффективную помощь. Например, член экипажа китайского корабля не сумеет подключить свой аппарат и обеспечить кислородом американца, терпящего бедствия. Для этого нужны универсальное соединительное устройство и одинаковые настройки давления. Непонятно также, как состыковать корабли разных стран, если, например, кому-то из экипажа потребуется срочная медицинская помощь. И еще, например, какие протоколы связи следует использовать при отправке сигнала СОС? Пока на эти вопросы специалисты ответов не дали. Хотя яркий пример сотрудничества астронавтов мы уже знаем. На орбите в 400 километрах от Земли находится Международная космическая станция. Там размещаются экипажи из разных стран, которые выполняют задачи планетарного значения посланцев от человечества. Таков юридический статус космонавтов на МКС. Их пребывание на станции регулирует соглашение между правительствами Канады, государств-членов Европейского космического агентства, Японии, России и США. Сейчас МКС состоит из 15 модулей,
– российских, американских, европейских и японского. И каждый модуль представляет собой часть территории той страны, которой принадлежит. Однако на Международной космической станции все свободнее и демократичнее, чем на Земле. Если для пересечения государственной границы стран часто нужны специальные разрешения на въезд или визы, то на МКС этого не требуется. Астронавты могут переходить в модули чужой страны без визы. Словом, поистине невесомость без границ. А вот за пилотируемый корабль или спутник несет ответственность государство, которое его запустило. Если какой-то из таких объектов причинит вред окружающей среде или воздушному судну в полете, страна должна выплатить компенсацию. Это правило записано в Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами от 1972 года. Причем требовать можно сколько угодно. Конвенция не устанавливает верхнего предела компенсации, как принято в других отраслях международного права. Однако до настоящего времени страны решают все дипломатическим путем, без обращений в суд. А бывает, что компенсации не требуют вообще. Так, в 1991 году произошло нештатное приземление советской орбитальной станции «Салют-7», обломки которой не сгорели в атмосфере, а рухнули на территорию Аргентины, рядом с чилийской границей. Никаких претензий по Конвенции об ответственности за ущерб в данном случае не предъявлялось. Части станции упали в малонаселенной горной местности, никому не причинив вреда. Но, наверное, наиболее острым вопросом является этика и законодательная база по добыче природных ресурсов на космических объектах. Здесь все продвигается с большим скрипом. В 1979 году в ООН было разработано соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. В нем закреплено, что космические ресурсы являются достоянием всего человечества и не могут быть присвоены государством или частной компанией. Вот только ни одна страна, способная запускать аппараты в космос, не ратифицировала документ. Это и понятно. Застолбить какой-то участок, богатый титаном, платиной, гелием или ураном – большой соблазн. И в некоторых странах данная деятельность уже разрешена частным космическим компаниям. Однако многие специалисты считают это неприемлемым. Что может начаться, когда на богатые ресурсами объекты хлынут старатели всех мастей? Мы знаем по примеру золотой лихорадки в США. Всплеск преступности, хаос и массовые смерти в погоне за добычей тогда были нормальным явлением. Не хотелось бы это повторить, и уже в космических масштабах. Задача человечества, несомненно, состоит в сбережении Луны, Марса, астероидов, комет и других небесных тел, но не обогащении за счет их полезных ископаемых. Нам важнее не разрушать космические объекты, перелопачивая в поисках ценных металлов, а как можно тщательнее изучить в первозданном виде. Это один из лучших способов найти ответ на вопрос о происхождении Земли, Солнечной системы, нашей галактики Млечный Путь и всей Вселенной. Конечно, пока неизвестно, каким перед нами откроется тот или иной мир, но мы должны исходить из предположения, что можем оказаться на планете с очень хрупкой жизнью. Она не выдержит грубого натиска чужих конкистадоров. Даже минералы там могут обладать исключительными свойствами, идеальными для будущего развития. В наших космических путешествиях мы обязательно это учтем.